Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную салфетку крючком. Вязать ее очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем, шаг за шагом, ряд за рядом. Схема состоит из 17 рядов. Справится даже начинающий вязальщик с этой салфеточкой. Я решила ее связать из толстой нитки, чтобы получился вот такой эффект макраме. Немножечко подкрахмалила, она имеет у меня такую жесткую форму, и буду использовать ее как сервировочную салфетку. Диаметр ее у меня получился 39 сантиметров. Вязать очень быстро, так как я беру толстые нитки и крючок. Если вы свяжете из более тоненьких ниток, то, конечно же, размер изменится. Салфеточка также будет красивая, но уже будет размер поменьше. Также это зависит от плотности вязания. Если вам нравится такая салфеточка, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Вязать сегодня я буду из классического хлопка от Пихорки. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок, в 100 граммах 250 метров. Цвет у меня 181 жемчуг. Ниточка толстенькая. Крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо в первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. Хвостик мы сейчас сразу будем обвязывать. 1 воздушная петля подъема, она нам заменяет начальный столбик без накида, и в кольцо провязываем 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, 14 и 15. Делаем соединительную петлю под первую воздушную петлю вот подъема, начальный столбик без накида, который нам заменяла. Так, туго провязала. Все, первый ряд у нас готов. Итого 16 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще 1 воздушная петля, арочка, накид. И в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, арка, накид. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, в следующий столбик, столбик с накидом. Так вяжем по кругу, по рисунку, и у нас получится 16 столбиков с накидом. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний 16 столбик с накидом, 1 воздушная петля, арка, и соединяем вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. Давайте хвостик отрежем, чтобы он нас не отвлекал. Мы его обвязали, и никуда он не денется. Вяжем третий ряд. Делаем соединительный столбик под следующую арку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом, накид. И в эту арку провязываем еще 2 столбика с накидом. Так, 3 столбика.
накид. Теперь в следующую арку провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Провязали 2 группы из 3 столбиков. Теперь у нас арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. И в следующие 2 арки также провязываем по 3 столбика с накидом. Первый, сюда же под эту арку второй столбик с накидом, третий. И в следующую арку также 3 столбика. 1, 2, 3. А теперь снова арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова в 2 арки провязываем по 3 столбика, 6 столбиков подряд. И у нас получится 8 арок из 6 воздушных. Давайте, когда подойдем к концу ряда, вместе провяжем последнюю арку, будем ее формировать. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку. И вместо нее мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид. И столбик с накидом в вершину начального столбика с накидом. Таким образом формируем арочку из 6 воздушных. Вот так. Третий ряд у нас готов. Вяжем 4-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Накид. И сюда, в эту арку, провязываем 12 столбиков с накидом. 2. Укладываем их поплотнее, чтобы все поместились. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сдвигаем плотненько. 9, 10, 11. И последний 12 столбик сюда, в эту же арку. Оставшиеся столбики мы провяжем в конце ряда. Переходим к следующей арке. Из 6 воздушных накид и вяжем в нее 23 столбика с накидом. Также сдвинули к началу арочки. Второй, третий. Вяжем 23 столбика всего, переходим к следующей арке и также в нее провязываем и в последующей арочке по 23 столбика с накидом. Вяжем самостоятельно. Итак, подходим к концу ряда. Провязали в первую арку недостающие 10 столбиков, 13 мы сделали в начале ряда. Вот у нас таких 8 лепестков. И теперь делаем соединительную петлю в вершину начального столбика, в 3-ю воздушную петлю подъема. Соединили. 4-й ряд у нас готов. Все расправится. Если немножечко фалдит, ничего страшного. Все потом будет ровненько лежать, аккуратненько. Вяжем 5-й ряд. Воздушная петля подъема. Это начальный столбик без накида. Еще 2 воздушные петли. 1, 2, арочка. Пропускаем следующий столбик и в следующий столбик без накида. Такая арка из 2 воздушных. 2 воздушные петли, еще 1, 2. Пропускаем столбик в следующий столбик без накида. Снова 2 воздушные, арка, накид. И теперь нам нужно провязать сплит из 2 столбиков с одним накидом. Что такое сплит? Это столбик с общей вершиной, но 2 ножки на разных основаниях.
Итак, первый столбик с накидом, но не до конца, мы провязываем. Один пропустили, в следующий на этом же лепестке закрыли накид, 2 петли на крючке, накид, переходим к следующему лепестку, пропускаем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вставляем крючок в 7, закрываем накид, 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот такой сплит из 2 столбиков с накидом. 2 воздушные петли, 1, 2, мы еще повторим, сейчас вместе провяжем сплит. Столбик пропускаем, в следующий столбик без накида, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем второй столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем третий столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем четвертый столбик без накида. Так, 2 воздушные, и теперь снова сплит. Итак, делаем накид, пропускаем столбик в следующий, первая ножка, столбик с накидом не до конца, накид, переходим на следующий лепесток и в 7 столбик, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в 7 вяжем вторую ножку, столбик с накидом не до конца, 3 петли, закрываем, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем столбик в следующий столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем второй столбик без накида, 2 воздушные, пропускаем третий столбик, 2 воздушные, пропускаем и вяжем четвертый столбик без накида, 2 воздушные, и снова идет сплит. Давайте еще раз вместе провяжем. Сделали накид, пропускаем столбик, в следующий вставляем крючок, закрыли накид, накид, переходим к следующему лепестку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в 7, закрыли накид, 3 петли, закрываем. Вот он получается. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку. Итак, провязали последний сплит, 2 воздушные петли, пропускаем столбик в следующий столбик без накида, 2 воздушные, и делаем соединительную петлю в начальный столбик без накида. Вот так. 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд, делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных, далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, еще 2 воздушные петли, это арочка, накид, и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом, вот такая галочка, 2 воздушные петли, 1, 2, арка, и в следующую арку провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петли, накид, в следующую арку вяжем также галочку, первый столбик с накидом, 2 воздушные петли, и сюда же в эту арку второй столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2, в следующую арку уже после сплита, которая столбик без накида, 2 воздушные, в следующую арку из 2 воздушных вяжем галочку из 2 столбиков с накидом. Так чередуем: в одну арку провязываем галочку, в другую арку столбик без накида. Все арочки у нас из 2 воздушных петель. Вяжем самостоятельно и встречаемся.
Итак, подходим к концу ряда. Провязали последний столбик без накида, 2 воздушные петли и соединяем в третью воздушную петлю подъема с соединительной петлей вершину начального столбика с накидом. Шестой ряд у нас готов. У нас получилось 20 галочек по кругу. Вяжем 7 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 2 воздушные, 1, 2, арка, и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом. Вот такая же галочка из 2 столбиков посередине арка из 2 воздушных петель. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 арка, накид, пропускаем 2 арки из 2 воздушных и в следующую арку на галочке вяжем такую же галочку из 2 столбиков. Первый столбик с накидом, 2 воздушные петли и второй столбик с накидом сюда же в эту арку. 5 воздушных, арочка, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 арки и в следующую на галочке также вяжем галочку из 2 столбиков. Первый столбик, 2 воздушные и второй столбик. Вот так. Все, продолжаем вязать. Между галочками у нас арки из 5 воздушных. Итак, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем вершину начального столбика с накидом в третью воздушную петлю подъема с соединительной петлей. Соединили. 7 ряд у нас готов. Получилось также 20 галочек. Вяжем 8 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арочку и провязываем также галочку. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, 2 воздушные, еще арка и 1 столбик с накидом сюда же в эту арку. Вот начальная галочка. Далее 2 воздушные петли, арка, 1, 2 и в следующую арку из 5 воздушных столбик без накида, 2 воздушные. В следующую галочку под арку провязываем такую же галочку из 2 столбиков с накидом. Две воздушные. В следующую арку из 5 воздушных столбик без накида, 2 воздушные. В следующую арку на галочке также вяжем галочку. Первый столбик с накидом, 2 воздушные петли. Второй столбик с накидом сюда же, галочка готова, 2 воздушные, в следующую арку столбик без накида. Все арки в этом ряду у нас из 2 воздушных петель. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Ну вот, я довязала 8 ряд, также сделала соединительную петлю в вершину начального столбика. Получилось также 20 галочек. Вяжем 9 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 2 воздушных. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. И еще 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это у нас будет как бы боковая арка. Накид. Теперь отсчитываем от начала вот этой цепочки 1, 2, 3, третью петлю. И провязываем в нее столбик с накидом. Накид. И теперь под цепочки, можно вот так крючок прям как бы подарочку, провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый столбик я провязала в саму цепочку, это под цепочку начальную. Вот такой элемент. Далее накид, пропускаем второй столбик на галочке и в следующий столбик без накида вяжем столбик без накида. Ой, с накидом, конечно же, вот провязали.
Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и под этот столбик с накидом провязываем 3 столбика с накидом. Первый, у нас такие будут плотные лепесточки, второй и третий. Сейчас покажу поближе. Вот так. Накид. В следующую галочку подарку провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли, боковая арка, накид, и под последний столбик с накидом, который мы в арку провязали, также делаем 3 столбика с накидом. Еще один лепесточек готов. Далее накид. В следующий столбик без накида вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли, и под последний столбик вяжем 3 столбика с накидом. Накид. В следующую арку на галочке вяжем столбик с накидом, 3 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом под последний столбик с накидом. Итак, мы столбик провязываем то в середину галочки, то в столбик без накида. В середину галочки столбик без накида. Вот такие лепесточки. Вяжем по кругу самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда. Провязали последний лепесточек. И теперь нам нужно соединить. Вот у нас 3 столбика. Первый мы провязывали в саму цепочку. И вот в эту же петлю основание первого столбика соединяем при помощи соединительной петли. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. Делаем соединительные столбики вот цепочкой из 3 воздушных. Вот в каждую воздушную петлю, в первую, во вторую по цепочке идем вверх, и третий соединительный можно прям под саму арочку из 3 воздушных. Так. Далее 1 воздушная петля подъема, это начальный столбик без накида, и все арочки у нас из 6 воздушных. Делаем 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим к следующему лепесточку, и вот также под арку из 3 воздушных ближе к верхнему, к левому уголочку провязываем столбик без накида. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующий лепесточек также под арку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных. В следующий лепесток, также верхний уголочек его, столбик без накида. Все, продолжаем вязать арочки из 6 воздушных. Встречаемся в конце ряда. Итак, нам осталось провязать последнюю арку из 6 воздушных. И для ее формирования мы делаем 2 воздушные петли, 2 накида, и в первую воздушную петлю, вот в начальный столбик без накида, провязываем столбик с 2 накидами. Такая арочка у нас получается. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11, 12 и 13 ряд. Они вяжутся одинаково. Провяжем сейчас вместе. Начнем 11 ряд. Итак, делаем 1 воздушную петлю. Это начальный столбик без накида. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку столбик без накида.
6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в следующую арку. И также в конце ряда для формирования последней арочки мы будем делать 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами в начальный столбик без накида. Так вяжем 3 ряда, 11, 12 и 13, и встречаемся в конце 13 ряда. Ну вот, я закончила вязать 13 ряд. Также последнюю арку сформировали 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Вот что с вами пока получается. Вяжем 14 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, накид, и в эту арку провязываем 3 столбика с накидом, в арку, которую формировали в предыдущем ряду. Вот, 4 столбика с накидом у нас уже. В следующую арку столбик без накида, и далее идут 3 арки из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третья арка из 6 воздушных, столбик без накида в следующую арку. Вот так, 3 арочки провязали. Накид. В следующую арку вяжем 8 столбиков с накидом. Еще отмечу, что в 11, 12, 13 рядах у нас по 40 арок из 6 воздушных. Можете пересчитать, проверить, чтобы все совпало. Так, 4, 5 столбик с накидом, 6, 7 и 8 в эту же арку. Вот так. Далее в следующую арочку столбик без накида, и далее снова идут 3 арки из 6 воздушных. Вот такие. Давайте провяжем самостоятельно. Делаем 3 арки, далее веер из 8 столбиков. 3 арки, 8 столбиков. Вяжем и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 6 воздушных, и нам нужно провязать еще 4 столбика с накидом в первую арку, которую мы формировали в предыдущем ряду, чтобы также было 8 столбиков с накидом. Веер. Провязали 4 столбика и соединяем вершину начального столбика с соединительной петлей. 14 ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 2 воздушные петли арка, накид, и в следующие 3 столбика провязываем по столбику с накидом и между ними арочки из 2 воздушных. Также у нас будет веер из 8 столбиков, но между столбиками арки из 2 воздушных петель. Веер наш расширяется. 2 воздушные. В следующую арку из 6 воздушных петель провязываем столбик без накида, и далее 2 арки из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. 2 воздушные.
И в каждый столбик с накидом провязываем по столбику с накидом в первый, 2 воздушные, во второй, 2 воздушные, в третий, 2 воздушные, четвертый. Продолжаем вязать. Между веерочками у нас арки из 6 петель. Итак, в конце ряда также провязали 4 столбика, чтобы у нас веер состоял из 8 столбиков с накидом. Также между ними арки из 2 воздушных. 15 ряд у нас готов. У нас получилось на каждом лепесточке 9 арок из 2 воздушных, значит всего по кругу 8, 9, 72 арки из 2 воздушных и 16 арок из 6 воздушных. Вяжем 16 ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, 3 воздушные петли, еще 1, 2, 3 арка, и в следующий столбик вяжем столбик с накидом, 3 воздушные, в следующий столбик с накидом также провязываем столбик с накидом. Наш веерок расширяется. Теперь арочки у нас из 3 воздушных. И снова 3 воздушные. И в последний столбик столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем арку из 2 воздушных. И в следующую арочку из 6 петель провязываем столбик без накида. Далее 1 арка из 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку из 6 воздушных. Между веерочками у нас теперь 1 арочка из 6 воздушных. Далее 3 воздушные. И снова вяжем 8 столбиков с накидом и между ними арки из 3 воздушных петель. Продолжаем вязать самостоятельно. По рисунку у нас получится 72 арки из 3 воздушных петель и 8 арок из 6 воздушных. В конце ряда мы встретимся и вместе провяжем последнюю арку, сформируем ее. Итак, подходим к концу ряда. Провязали 4 столбика, чтобы веер также у нас состоял из 8. И вместо последней арки из 3 воздушных делаем 1 воздушную петлю, накид, и в третью петлю подъема провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, закрываем за 1 прием. Вот таким образом сформировали арку из 3 воздушных. 16 ряд у нас готов. Вяжем последний 17 ряд. Делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это крайняя арка, накид, и давайте вот во вторую петлю провяжем столбик с накидом, накид, и под цепочку второй столбик с накидом. У нас эти лепесточки будут похожи вот на лепесточки 9 ряда, только мы будем провязывать не по 3 столбика под столбик, а по 2 столбика. Итак, далее накид. В следующую арку из 3 воздушных провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, боковая арка, накид, и под столбик с накидом вяжем 2 столбика с накидом. Вот такая кайма у нас будет. Накид. В следующую арку вяжем столбик с накидом, 3 воздушные, и под последний столбик провязываем 2 столбика с накидом.
накид, следующую арку, столбик с накидом, 3 воздушные, и под этот столбик последний провязываем 2 столбика с накидом. Вот такие лепесточки у нас получаются. Так, вяжем по кругу, провязываем столбик основу в каждую арку, и на этом столбике делаем вот такие лепесточки. Вяжем по кругу, подходим к концу ряда и соединяем также вот в основание вот среднего столбика с соединительной петлей. Далее ставим салфетку на блокировку, можно просто отпарить, если хотите, можно накрахмалить, но это уже кому какой эффект больше нравится и какого результата вы ждете от своей работы. Все, доделываем салфетку, довязываем, доводим до ума, встречаемся и смотрим, что же у нас с вами получилось. Ну вот моя салфеточка готова. Я не стала делать ей блокировку, просто постирала, немножечко подкрахмалила, разложила на ровной поверхности и подождала, когда она полностью высохнет. Такая красавица у нас с вами получилась. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такую очаровательную салфетку. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!